Я вряд ли буду первый, кто сделает видео по этой игре, но она мне приглянулась довольно давно. Так что сегодня мы поиграем в Motor Slice. Инди-слэшер, где мы рубим ожившие машины за милую девчонку с мечом-бензопилой. Стой, я забыл ее лицо пожамкать ее лицо забыл. Ни хрена? Она из игры вышла просто. В общем, нашу героиню зовут Пи. И мы прибываем на Мегастрой, где оператор говорит нам, что ни одна машина не должна уцелеть, и у нас нету права на ошибку. Мы так называемый слайсер, который взял контракт по уничтожению всех машин в этом Мегастрое. Оператор общается с нами через орб-дрон, но происходит какой-то сбой, и он выходит из строя. Not this again. There, good as new. Фух, хоть мы его починили, но оператора там больше нет. Так что никто не будет нам указывать, что делать. А наш дрон теперь просто обычный Орби, который может иногда говорить какие-то простенькие фразы в поддержку. Кстати, очень даже прикольная задумка, то что мы как бы играем от лица Орби. В общем, дальше начинается такой небольшой паркур-сегментик. Мы встречаем нашего первого врага. Как-то он очень быстро отлетает, но ничего не могу сказать. Меч бензопила это очень круто. В общем, цель ясна. Пробираемся по мегастрою и рубим железных болванчиков. Everyone, get in the car! We're leaving this town now! Impossible! This isn't the car! Дальше начинается прикольный фрагмент с фонариком, где мы встречаем огромный кран. И нам говорят, что любую машину можно парировать. Нужно просто атаковать одновременно с ним, если ты видишь желтые искры. Благополучно повалив громадину, мы продвигаемся дальше. И мы находим потерянный орб-дрон. Они разбросаны по всей мегаструктуре, и их нужно искать. Их можно сбрасывать в особой зоне, и в битвах их можно использовать в качестве разрушаемого щита. Тут мы встречаем прикольную механику под названием Motor Slice. В игре есть такие оранжевые зоны, по которым можно прямо слайсить нашей бензопилой. How am I gonna climb to the top of this structure? Мы заходим в мегастрой. И Пи затрагивает тему альфа-машины, которая контролирует все остальные машины. И говорит, что, скорее всего, это просто выдумка. Well, it doesn't matter. My job here is to hunt down machines.
Reaching the top is just part of a job well done. Пока что в не очень вкатывает атмосфера и довольно приятный геймплей. Да, мы пока что не посражались с очень прям большим количеством противников, но то, что есть сейчас, ощущается довольно прикольно. Ну и мувмент, передвижение, паркур, это все тоже прикольно ощущается. Даже, я бы сказал, очень-очень хорошо сделано. И я надеюсь, что оно как-то будет потом взаимодействовать с боевкой. Это будет круто. Ну, в общем, пройдя еще несколько опасных препятствий... О, ни хрена. Включая использование коробок для их преодоления. Мы потихоньку продвигаемся все дальше и дальше по этому городу. Встречаем какие-то непонятные дыры в стене. И встречаем гигантскую грузовую машину. Которая является первым боссом. Ну что ж, первый босс был повержен. И мы встречаем зеленую травушку. А, нет, это не настоящая трава. Ну, в принципе, ожидаемо. Кстати, да, забыл сказать о том, что наша героиня испытывает какие-то чувства к Орби. Orby. Она напрямую его любит. Но вкусы у всех разные, и мы не имеем права их осуждать. Так что поехали дальше. Новый тип противников. Дальнобойные летающие машины.
небольшой паркурчик наверх. И оказывается, их пилы можно отбрасывать прямо в них. Делаем небольшой перекусик и отправляемся в канал. Кстати, на мой канал тоже можете подписаться. Я буду очень сильно рад. Дальше мы открываем дамбу. И из огромной трубы начинает литься жидкость. А точнее, это цемент. Тут подобранный мной орб-дрон впервые спас мне жизнь. Ну, или нет, я не до конца понял, что он сделал, но он вышел из строя. Пересматривая запись, можно увидеть, что он резко полетел на робота, и, возможно, тем самым он его застанил. Потому что до этого робот хотел в меня выстрелить, но тут он просто застыл и ничего не делал. И интересно. Дальше мы встречаем второго большого дядю. В этот раз это вертолет. Oh, oh, whoa, 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 whoa! Ну, конечно, нам нужно идти за ним. I got this. I got this. Imagine if Ninja got a low table fame. Вот этот сегмент в канале, когда мы идем к вертолету, был очень крутой и очень бесячим в том числе, но это еще только самое начало. Поверьте, под конец меня эта игра будет ой как бесить. Ну куда ты полез? Ну вообще да, довольно прикольное препятствие, долбаная механика моторслайса. И потихонечку, помаленечку, а вот он и прилетел. Этот босс стреляет в нас пилами. И нам нужно найти способ, как на него залезть. Дальше нужно просто ждать, пока он подлетит к какой-то из возвышенностей, чтобы на него запрыгнуть. Да, второй босс оказался вот прям совсем легенький. Но нам же лучше. Быстрее прошли, быстрее продвигаемся дальше. И снова затрагивает тему альфа-строя, этой альфа-машины, которая управляет всеми другими машинами. И говорит, что он точно тут. Потому что мы уже встретили две древние машины. Это тот грузовик и вертолет. А такого обычно не случается. Так что да, альфа-строй точно тут. Новый вид противников.
каток. Массивные машины для убийства. Чтобы их уничтожить, нужно при помощи моторслайса прорезать их по кругу. Ну, не прям по кругу, но почти. Ох, чувствую, потом они будут проблемой. Пескопады. Следующая локация. Как понятно по названию, тут будет куча песка. В общем, дрыхнем немного, и дальше нас ждет вот такая вот интересная арена. По центру кружит наш новый друг каток. Мы его сразу же распиливаем. И еще разбросано пару машин. Я думаю, с этим не будет проблем, да? Ну, может, самую малость. Кстати, выйти тоже нельзя. Для начала нужно уничтожить все машины. Тут я пару раз попытался его спарировать, но у меня ничего не вышло. Но потом до меня дошло, что можно использовать эти катки, чтобы забраться выше. И я думаю, так и задумывалось. Я повел каток к месту, куда я не могу запрыгнуть. Там его благополучно уничтожил и по нему уже забрался наверх. На самом деле не так уж и страшно, что я умер, потому что при возрождении я заспавнился уже наверху. И пошел в другую сторону, где встретил нашего третьего большого негодяя. И это был гигантский робот. Но до него еще нужно дойти. И это была еще та задачка. А в смысле? Что мне тут делать? Я ж не могу замедляться в этой долбанной игре. Да в смысле? Вот там что делать? Я ничего не понимаю. Да еб твою мать, блин. Наверное, да, мне нужно максимально быстро это пройти. А, не его. Все. Окей. Чё? Мне нужно 2 сразу забрать очень быстро. Да и нахуй мне эти дроны нужны. Ой. Ладно, решил все же взять хотя бы один. Хотя бы один пускай будет. Ё-моё. Как его забрать? Ай. Вот так. Я вообще не до конца понял еще, зачем эти дроны нужны. Типа они просто как такие трофеи, которых ты собираешь, и потом сбрасываешь, и они-то там у тебя будут, ну, просто отмечаться, что ты его типа собрал. Потому что в бою они тебя не всегда спасают. И в чем смысл их вообще сбрасывать тогда, непонятно. Короче, да. Скорее всего, это просто как такие небольшие штучки-дрючки для ачивки. Просто, знаете, пособирать. О! Нормально. Ненормально. Ну, блин. Что, прям вообще нельзя? Я думаю, можно. А, там прям больно. Там прям больно, я понял. Ой. Нифига. Нифига. Нифига.
Кто мне звонит? Алло. В общем, ладно. Live experience со Скуди заканчивается. Закадровый Скуди возвращается. Нам осталось совсем немножко. Нам нужно дойти до этого чертового робота. Нужно уничтожить всех машин. И такую громадину в живых оставлять точно нельзя. Ну вот у него все предельно просто. Собираемся по огромной махине и рубим все, что видим. Вообще, пока что вся игра была не особо сложной. Я бы сказал, даже вообще не сложной. Она проходится на таком легеньком чиле, просто спокойненько гуляешь себе, рубишь оранжевых баланчиков и смотришь на фан-сервис с главной героиней. В общем, я бы добавил в игру какой-то тяжелый уровень сложности, чтобы можно было поиграть как-то с челленджем, понимаете, с челленджем, а то так как-то, как будто этого не хватает. Но я бы добавил какой-то сложности этой игры. Да ёб твою мать. Ладно, слайсим дальше. Ну, естественно, делаем небольшой перерывчик. И рассказываю, что у нее есть два термоса, в одном из которых обычная вода, а во втором кофе. Будем знать. И только сейчас я обратил внимание, что с этих переходных точек можно видеть убитых нами боссов. И вот даже вертолет есть. Это очень крутая деталь. Можно видеть свой прогресс. Но наведения не заканчиваются. Мы встречаем мины. Все просто, у них есть отображенный радиус, если на него наступить, будет бобо. И также нам рассказывают про механику смены направления. Если отпустить кнопку атаки во время моторслайса, то с помощью клавиш движения можно поменять направление. Эта механика не новая. Вообще в этой игре нету новых механик. Все механики этой игры есть уже с самого начала. И это еще одна деталь, которая мне нравится в этой игре. Ты до всего можешь додуматься сам. Еще за 5 глав до того, как об этой механике рассказали. Это реально круто. Ненавижу. Это ебаную игру, блин. Я живой. Я остался жив. Я думаю, это ошибка была. Это проблема, я думаю. Я думаю, это проблема. Что мне теперь делать? Мне надо умереть. Перезайти только. О, тут сейчас какой-то паровоз, блин, за нами будет гонять. Что-то я уже чувствую. Я что, угадал? Я что, угадал? Ой. 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 Его можно спарировать. Это можно сделать. А почему у меня не получалось до этого? Его... Ой, бля. Good orb. You always obey me. Она чуть не сказала good boy только что.
Столько в этой игре фан-сервиса, я в офиге. Но он здесь даже не убивается, знаете, вот это то, как Пи себя ведет. Это никак не влияет на ее, ну, персонажа в негативную сторону, потому что это буквально то, как она есть. Это была ошибка. Мне нравится, что мы до самого низа падаем. Просто в самый низ. Так, тихо, я ошибку сделал. Я живой. Хвала небесам. Hey, what do you think? Suits me? Женушка. I knew you'd like it. Ого. Тихо. Что это было? Так, ну а время подходило к очередной битве. Вообще я могу не перепрыгивать. Я так увидел. Ой, у меня вообще норм. О! Все, руби его нафиг. Руби его нафиг. А что еще осталось? Что я еще не порубил? Вот она. Нужно ее порубить. Отлично. Ай! Все, чертовая тварь! Две стороны тебя порублю. Всего порублю. После начинается какая-то тряска. Мы видим красный свет, и колонна разрушается. What was that? Пи говорит, что Мегастрой реагирует на наше присутствие. И мы приходим в колонны. Наша следующая локация, где мы встречаем нашего нового большого злого дядю. Вот тут прикольный сегментик. Мы должны использовать пилу этого врага, чтобы активировать мину и пройти дальше. Тоже прикольное взаимодействие. И пытается домогаться до дрона. Ну а мы нашли нашего злодея. Да живой он, живой. Этот босс был прикольный. Он ездит туда-сюда, по бокам стреляет у нас пилами и бьет своими этими клешнями. Я, конечно, очень долго не понимал, что мне нужно делать. Он меня давил просто 1000 раз, но потом я попробовал кое-что другое.
Без микрофона был все это. Обалденно, просто. Я обожаю OBS. Лучшая программа для записи. Просто. Из важного, что я говорил, это то, что я думаю, что уже мы очень близко к концу игры. Дальше встречаем новую механику вентиляторов. Пропеллеров, вентиляторов, которые сдувают нас в стороны. Также они могут поднимать нас вверх. И очередной злодеюшка. Потом какая-то очередная машина смерти. Убийственная машина смерти. Платформа. Ну, градус препятствий неплохо уже так возрос. И мины, и пилы, и пропеллеры есть. И все это работает вместе. Тормози. И почему? Как всегда, я умираю на самых тупорылых моментах. На самых-самых тупорылых моментах, ребята. Кто не знал, раньше у меня на канале был дисклеймер, который назывался Disclaimer, в котором писалось, что автор тупой и не умеет играть в игры. Сейчас я его не использую, потому что исходник исчез этого дисклеймера, потому что я компьютер поменял, и из того компьютера все удалилось, к сожалению. Вот, и поэтому, да. Был такой дисклеймер, это было очень прикольно. Ох, нихуя. Чё? А, не-не. Не успел. Прикольный сегментик. Прикольный сегментик. Еще одна новая механика, которая на самом деле не новая. После убийства врага в воздухе можно подпрыгнуть еще раз. Блин, вот эта вот механика подпрыгивания после убийства, она уже была в игре. Ну, типа так, как и все остальные механики, в принципе, они были уже в игре. Просто я о том, что я уже замечал пару раз, что я могу подпрыгнуть после того, как я сделал удар, находясь в небе. What the hell, что я делаю? После такого нельзя умирать. Что я сделал только что? Далее наша героиня говорит, что якобы парировать атаки зараженных машин опасно. И ей нередко давали предупреждение первого уровня за ее методы сражения. Но она говорит, что это эффектно смотрится и пофиг. Но это нас не особо останавливает, потому что пришло время разобраться с очередной махиной.
И это тоже было не очень-то напряжно. Ну а дальше мы встречаем новую механику, да, именно новую механику, ее раньше не было. Механика взлома. Мы теперь можем нажимать Е на такие подсвеченные платформы и активировать их. Наконец-то мы хоть что-нибудь можем делать. Ну, я имею в виду орб дрона, за которого мы играем, да, от лица которого мы играем. И мы приходим на карьер. И видим очередного босса. Ну что ж, нужно к нему попасть. С появлением механики взлома геймплей преображается еще больше. Теперь еще и нужно нажимать Е в нужные моменты. И это не всегда получается сделать как надо. Ну а в целом это довольно прикольное добавление к геймплею. Но, конечно, игра стала сложнее. Ой, как сложнее она стала. Я смогу это сейчас забузить, подождите. Вот и все. Вот и все. Ну ладно. Мне в другую сторону. Я их запарировал? Чё, так можно? Фух. Справились. Мне нужно на ту арену попасть. Бро, ты знаешь, как это сделать? It's so hot. I'm all sweaty from running all day in this uniform. Are you peeping? Ugh. You're lucky I'm just too tired to care. О! Здорово, бро. What the hell? А, тут еще нижний стоит один. Ну, наконец-то я попал к нему. Тихо. Еще нет. Вот теперь я попал к нему. О, и принесет же мне этот босс эмоции. Обалдел, да? Я не на такое способен. Способна. Этот босс — это ужас. Просто ужас воплоти. Здесь по полной используется вот эта вот механика смены направления во время
Здесь по полному используется вот эта вот механика Бляха. Механика смены направления во время мотор-слайса. Тут куча этого мотор-слайса по всему просто этому гигантской этой карьерной херне. Я столько раз падал вниз на этом боссе, что я уже даже не знаю, может ли что-то еще мне так выбесить в этой игре. Короче, просто смотрите. Да сука. Я не допрыгиваю! Кто нахуй строил этого босса, сука? Кто его строил? Какой-то имбецил, блядь. Ненавижу. Это я игру, блядь. Иди на. Ну куда ты полез? Почему? Почему сейчас не зацепился? У меня мышцы даже болят. Я вчера в спортзале был, блядь. У меня не могу я бить даже. Фу. Обалденно, я вернулся назад. Вот поэтому я не хотел там делать кувырок. Вот поэтому я не хотел там делать кувырок. Не, давай. Ну, так тоже можно, наверное. Так, а тут ничего нужно сделать. На ковшик. Теперь просто рубим его нафиг! Как же я надеюсь, что это был последний босс. И это концовка игры, пожалуйста. Я уже устал в нее играть. Дайте мне уже конец. Дайте мне уже заслуженный конец. Ну, да. Так. Нам осталось только вон то вот заведение. И я так понимаю, это конец будет. Мы прошли через очень многое. Через очень многое. А вон и паровоз, кстати, да. Прикольно это сделано, что мы можем всегда на всех этих переходах почти. Мы можем так или иначе видеть всех боссов, которых мы проходили. И все локации видеть тоже. Это прикольно сделано, это реально круто сделано. Мне нравится это. Поехали. Тут можно пойти направо. Смотрите. Тут что-то прикольное. Чё это? Куда я попал? Пустыня. What the fuck is that? What the fuck? Куда? Мне кажется, мне не сюда надо было. Ай. Какого фига? Летающий поезд. Ладно. Бежим.
А, все разрушается. Поезд все ломает. Тогда ладно, бежим, реально. Нужно туда попасть. Капец, летающий поезд. Такого я точно не ожидал в этой игре увидеть. Почему он не мог на нас напасть до этого, непонятно. Короче, нам нужно на его последний вагон попасть. Я могу активировать. Тихо. Тихо. Забирайся. А, нифига. Мне сюда. Отлично. Фух. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Спокойно. Спокойно, тварь. Это был веселый босс. Вот он мне прям понравился. Он маленький и такой, типа, ну, по своей задумке еще классный. Нам дают возможность посмотреть на все, через что мы прошли. Всех боссов. Но почему-то долбаная мышка не опускается ниже. Я не могу посмотреть вниз. Ладно. You know what this means, right? It's so unfair. It's getting worse. An endless job. Why did I think it'd be different this time? Понятненько. У нее вирус, короче, о котором нас предупреждали. Ну что ж, поднимаемся. Неизвестно куда. Если бы они пол тут сейчас не поставили, я бы сейчас сдох бы просто, как обычно, упал бы. И куда же мы поднялись? Тут дождь идет. What the hell? Что ж, вот мы и прошли Motor Slice. У меня это заняло чуть больше 6 часов. Что могу сказать по поводу самой игры? Учитывая, что это не какой-то там крупный проект, это маленький инди-проектик, который сделан довольно неплохо. Я ему ставлю солидную 8. Я думаю, 8 ему подходит лучше всего, потому что, ну, все-таки есть некоторые недостатки в этой игре. Они, конечно, не очень незначительные, но то, что я могу выделить, это нехватка сложности. Мне кажется, должно быть сложнее. Или чтобы можно было выбрать, чтобы было сложнее. Потому что основную трудность в этой игре доставляют не бои, а платформинг между боями. Все боссы
тоже были довольно легкими. Да, все боссы это и есть платформеры. То есть ты не сражаешься с врагом, ты сражаешься с одной большой конструкцией, по которой ты паркуришь и вот таким образом ее уничтожаешь. Так что, да, Motor Slice это платформер. Ну да, 8 она заслуживает, потому что играть-то приятно. Так что всем спасибо за просмотр. Это была игра Motor Slice от Regular Studio. С вами был я, Скуди. Ну а встретимся мы, когда встретимся.